Здравствуйте, уважаемые дамы и господа, вы на канале Краткий пересказ, и сегодня у нас в пересказе фильм Т-34. В 1941 году, битва за Москву, молодой офицер вместе с солдатом бьет на грузовике, чтобы сбить немецкую табличку. Они выполняют задачу и хотят возвращаться назад, но тут замечает вражеский танк. Герой пользовавшийся неповоротливой башней, пытается уехать на грузовике. Немецкий танкист это замечает и стреляет в машину. Он промахивается. Красноармеец успевает уехать из поля зрения. Младшего лейтенанта зовут Николай Ивушка. Танковая рота должна отразить немецкое нападение, но она состоит из одного танка. Да и в том нет наводчика. Тогда раненый командир, у которого перебиты руки, назначит Ивушка наводчика. На следующее утро противник одного танка Т-34 противостоит рота немецких машин. Всего 17 штук. Экипаж танка искусно маневрирует, уничтожая большую часть танкового арсенала, но они один на один с танком командира роты Клауса Агера. Но здесь немец был хитер. Он напал с той стороны, с которой его не ожидали. Выстрел и 34-ка подбита. Лейтенант берут в плен. Наступает 1944 год, на счету Николая 7 побегов, его снова доставляют в концлагерь. За 3 года плена он не выдал своего имени и звания. Клаус встречается с высоким начальником Гиммлером, где просит одобрить новую тактику подготовки немецких танковых курсантов. Он предлагает набирать русский экипаж на военнопленных и делать их живыми мишенями. Гиммлер соглашается, и тогда егерь отправляет в концентрационный лагерь. Там в картотеке он выходит фото Ивушкина, своего старого врага. На допросе вежливый немец, не применяя силу, он просит Ивушка стать командиром танка и набрать экипаж. Красноармейцы отказываются, тогда егерь наставляет пистолет на переводчицу Анну. Никого не жалеет, чтобы девушка погибла, и поэтому не желает. И поэтому соглашается. На следующее утро в шеренку выстраиваются все бывшие танкисты. Николай выбирает 3 человек. Мехводов был с ним и в первом танке. В распоряжение нацистов поступает новый трофейный Т-34-85. Там даже сохранились трупы. Клаус приказывает военнопленным вычесть танк и через некоторое время быть готовым к испытанию. Понятное дело, что схватка против курсантов у советского экипажа не будет боеприпасов, но в танке среди трупов Николай находит 6 снарядов, 2 осколочных фугаса и 4 бронебойных. Он решает их похоронить вместе с трупами за пределами лагеря. С самого начала Ивушка не хотел сотрудничать с немцами. Он начинает разрабатывать план побега со стрельбища. Пока этот экипаж готовит танк из песка и подручных материалов, Николай составляет карту местности, просит экипажа с ней ознакомиться. Когда так готов, ягерь просит проехать экипаж танк мехводов, выполняет различные фигуры вождения и в конце останавливается прямо перед немцем. Офицер довольно удивлен, он назначает дату схватки. Советский экипаж должен был противостоять 3 пантерам, которые будут управлять немецкий курсант. Переводчица Яна говорит, что хотела бы сбежать вместе с Николаем Ивушкиным, объяснить девушке, что для этого надо, чтобы она достала у егеря карту минного поля вокруг полигона. Аня смогла достать карту, хоть ее чуть не поймали. Настал день стрельбы. Советский Т-34 против 3 пантер. Экипаж танка собирает снаряды из могил своих коллег, затем делает дымовую завесу подожженной соляркой. Неожиданно для немцев так подбивает пантеру, следующий снаряд фугасно попадает в пункт наблюдения, где присутствуют многие офицеры. Егерю удается выжить. Советский танк вырывается за ограду и следует в сторону Праги. На одной из остановок они подбирают Аню, которая незадолго до этого вышла за пределы лагеря за хорошее поведение. Танк подъезжает к маленькому немецкому городу, там лишь пару жандармов, которые герои разоружают, затем заправляет танк хода схватки на весь путь.
Набирает еды и отправляет дальше. Т-34 едет по трассе, и тут экипаж замечает противотанковое орудие. Мехвод в последний момент сворачивает с дороги, и снаряд лишь немного задевает башню. Теперь экипаж танка придется ехать по проселочной дороге. Так отрывается от преследований и едет в сторону озера. Там экипаж купается, отдыхает. Вскоре на разведывательном самолете их обнаружит ягерь. Штаб поставил и перед ним задачу уничтожить беглецов, иначе он направится в отставку. Танкисты встают еще до рассвета. Николай говорит Анне, чтоб та шла на поляну, отмеченную на карте. Если танкисты за ней не вернутся, то пусть уходят куда хочет. Фильм заканчивается. Т-34 заезжают на рассвете в город. Там их уже ждут Клаус и несколько пантер. На перекрестке Т-34 практически окружает 3 немецких танка. Заняли улицы. Просматривает сам перекресток. Экипажа также танка не оставляет выхода. Он на высокой скорости проезжает через врагов. Наводчик врага не успевает подбить 34-ку бронебойным снарядом. Надо экономить. Поэтому герой стреляет в мостовую под вражеским танком фугасовую. Он рикошетит и попадает в нише. Далее Ивушкин приказывает одного из членов экипажа взять гранаты и закинуть в одной люк пантеры. Парень исполняет приказ командира, но на этом сцена обрывается. В это время в борт Т-34 заходит пантера. Кажется, на этом все. Выстрел пантеры подбит. Оказывается, этот парень выжил. Он залез в пантеру, зарядил снаряд и подбил врага. Ягерь вызывает Ивушкина на дуэль на мосту. Николай соглашается. Первый выстрел за пантерой. Ягерь не желает уничтожить танк противника сразу. Он хочет его унизить. Первое попадание в доп. Броню. Она с треском отлетает. Второй выстрел в гусеницу. Советский танк пошатнулся. Но тут Ивушкин, собрав все свои силы, стреляет последним снарядом в мостовую щель пантере. Вражеский танк свисает с моста. Ивушкин вылезает из танка. Он видит, как на броне пантеры сидит раненый ягерь. Клаус протягивает Николаю руку, Ивушкин ее жмет, и пантера вместе с полковником падает с моста. В финале, когда идут титры, мы видим, что наступило мирное время, и каждый вернулся к мирной жизни. Ивушкин с беременной женой, спасенной из немецкого плена, приходит в гости к матери Серафим, расписываются стены храма. Волчок снова охотится в тайге, но не решается стрелять в животных. А Василенок водит трактор дома, его ждут жена и сын. На этом закончится пересказ. До скорой встречи. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пока.